Вы на канале про путешествия и добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх, друзья. Ну и с самого начала. Аэропорт Шарджи. Мы приехали в аэропорт. Собственно, друзья, мы уже в Duty Free, и мы прошли паспортный контроль, получив билеты, перед этим. Но единственное, что мне не понравилось, это большие очереди. Они просто вылетают, видимо, с заработков отсюда, с большими огромными чемоданами и создают столпотворение, упрашивая о том, чтобы их пропустили без оплаты, потому что на рейс регистрируется только 23 килограмма. И мы с такими маленькими, покажи, сумочками полетели только с ручной кладью. И летят все египтяне с огромными чемоданами, и мы единственные русские на весь самолет. Вообще, честно говоря, мы переживали, выпустят нас или нет, так как у нас уже месяц назад была ситуация, мы должны были лететь на Мальдивы, и должен был быть прекрасный выпуск с Мальдив, но, увы, нас не выпустили со страны. Но сейчас все хорошо, и мы, как видите, скоро идем на посадку в самолет, и вы идете вместе с нами. Мы летим, значит, бизнес-классом, обзор бизнес-класса, 2 сидения, Это и все. акустика сзади, саунд специально, чтобы Для было спать очень сон круто. лучше был. Итак, нам принесли еду, давайте посмотрим, что дают в египетских авиалиниях. Итак, 2 булочки, стаканчик, кекс какой-то, варенье из инжира, сок из гуавы, очень экзотические фрукты и горячее. Для меня это очень странно, друзья, потому что здесь, смотрите, на каждой сидушке просто все в мусоре оставили. Я не знаю, это такое неуважение просто к сотрудникам, прям жесть. А теперь в наших паспортах еще и египетские визы, друзья, вот так вот. И, короче говоря... Стоит $25 одна виза. Да, тут прям вот $25, она выдается на 30 дней. Это я впервые такое вижу, нам просто дали посадочные талоны, и дальше следующий этап чисто выход на самолет. Все, никаких проверок, ничего больше не будет. Air Cairo, здесь раздают вот такие вот орешки, прикольненько, и водичку наливают. Сейчас будем отправляться уже в отель. Нам ехать буквально 10 минут до отеля от этого места. Здесь сразу вот в плане, если сравнивать с Каиром, но колоссальная разница. Собственно, в отель заходим. Слушай, что тут? Как тебе? Это тебе не дубайские отели. А что тебе не дубайские? Это как, кстати, на Турцию похоже, нет? Вот вообще прям как будто в Белек приехал. Сейчас на таких баги поедем в номер, нас отвозят сразу из выхода с ресепшена. Короче говоря, вышло немножко дороже, чем рассчитывали. $215 вышло вместо 162. Но мы сэкономили на такси, то есть ту же сумму, грубо говоря, которую сейчас отдали. Короче говоря, все по-египетски. Вот такой вот номер. Очень неплохо. Я думала, что будет... Неплохо? Да, я думала, будет хуже. Ну, вид прям, я, конечно... Wi-Fi здесь на номер бесплатный, и без пароль тоже. Окей. Вода, чай. Первый раз, когда мы садимся сюда перекусить, взяли, получается, я самбуку заказал 2. Очень необычно. Необычный вкус, да? Ну, ничего. И, короче говоря, здесь вот непонятные сосиски, сейчас будем пробовать. Снеки типа, да. И пицца. Да, перед ужином лучше не наедаться. На ужине я напарюсь, конечно же. Что еще мне понравилось в этом
Парт Отель Бич Резорт, это то, что здесь есть свой пирс. Вы только посмотрите, в конце этого пирса все берут, спускаются и смотрят рыбок. Мы уже спросили здесь у других гостей, есть ли здесь вообще какие-то водные обитатели. Они сказали прямо вот под этим мостом, рядом с пирсом, а их достаточно. Но мы в замешательстве, потому что ведь нам нужна еще одна маска, потому что завтра у нас будет очень веселый и интересный день. На самом деле территория очень большая, и самое крутое, что у нас есть, это номер рядом, зараза, с водой, рядом с морем. Вот это очень важно. Это самый люксовый номер, который тут считается, потому что вот посмотрите, эти виллы или таунхаусы, как это называется, номера, в общем, они находятся на самом верху, и вам нужно подниматься к ним каждый раз. А когда вы внизу у самого моря, вам не нужно проходить такую большую часть территории. Вот, собственно, еле как дошли, аж выдохнул. Это вот главный бассейн, главная такая зона, где, ну, сейчас, по крайней мере, людей, как вы видите, особо нету. Также есть барная зона. Алкоголь здесь, как вы понимаете, в неограниченном количестве. Вот. Ну и можно сюда, в принципе, приходить. Бассейн огромный, людей вообще нет, скажи. Вот да, потому что все люди приезжают сюда не для того, чтобы купаться в бассейне, а для того, чтобы смотреть на рыбок и рифы. Понимаете, ради этого едут на Красное море, а ради чего еще? Кстати, ребят, вот сколько слышал про Египет, говорят, вот ужасное обслуживание и так далее, ну и грязно и прочее. На самом деле вот этот отель мне сейчас вполне зашел, потому что мусора как такового здесь нету, обслуживание в принципе приятное, не было такого момента, чтобы я себя почувствовал как-то плохо или, может быть, персонал ко мне был не благосклонен, да, то есть не было такого, потому что все пока the best. Также по питанию мы скоро покажем вам, когда у нас начнется ужин. Добавить я только одно могу, вот в зоне ресторана Wi-Fi работает более-менее хорошо, в зоне ресепшена аналогично, но именно где-то на пляжной территории или даже в номере прибрежном, да, то есть the best номере у нас ужасный Wi-Fi. Точнее, не то, что ужасный, там, дай Его бог, просто нет. да, дай бог, чтобы одно сообщение в WhatsApp отправить, а так просто невозможно. Сейчас зашли в один из маркетов, которые находятся внутри отеля. да. Очень классный магазин, очень хороший хозяин. Хозяин разговаривает на русском языке, это очень приятно, потому что многие русскоговорящие сюда приезжают отдыхать. И делает скидки. Да. Хорошая скидка, не только скидка. Так что, ребят, обязательно заходите. Ранее во влоге вы увидите как раз, как мы сюда прошли. Хорошо, делай 1 миллион через месяц. И 3 или 5 миллиона через полгода, это будет супер для вас. Спасибо. Давай, пока. Пока-пока. Гайс, короче говоря, мы в Египте первый раз, да, и, соответственно, как бы сейчас я вам продемонстрирую. Здесь розетки, как у нас в России, ну, может, чуть поуже какие-то. Ну, короче, такие же абсолютно ну, европейского типа. А у нас с собой, конечно же, какого? Правильно. Нет, не Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и их, конечно, но они все-таки шли в Эмираты из Британии. То есть у нас розетки британские, черт возьми. Но я также взял, конечно же, один блок русский. Единственный момент, у нас уже все разрядилось, и нам нужно петлички заряжать, нам нужно телефоны зарядить. Короче, все нужно зарядить. Ну мы купили маску и бегом побежали в море. Я надеваю эту маску, засовываю голову туда, а там такое. К сожалению, у нас разрядилась вся наша
аппаратура, так скажем, и мы не смогли вам сделать хорошие кадры, но завтра обязательно это исправим. Сейчас посмотрим, что есть в окрестностях отеля, потому что дальше у нас должен быть ужин. То есть доходит уже, людей практически вообще не стало. Но прохладно. Прохладно Я в достало. кофточке. Сейчас у нас 19 марта. Но те, кто думает, стоит сюда ехать или нет, обязательно да, если вы хотите увидеть подводный мир. Это невероятно красиво. напротив у нас, ребят, есть также отель, еще один паротель, Аквапарк Резорт. Это уже 4 звезды. Да, здесь как бы то ни было, но, к сожалению, ну вот этот вот сервис, он слегка подхрамывает. Нет цен, так что, ребят, вот как принято во всех, вообще, наверное, на всем Востоке, торгуйтесь, не стесняйтесь. Каждый, кто, допустим, скидывает там 5 и пишут мне комментарии, вот, зачем вы за это, ну, начали, типа, ну, потому что иначе можно, мы в любом случае ведем travel влог, и если мы в каждой стране будем раскидываться направо и налево, то мы останемся с нулем. Надписи, как и в Турции, везде есть на русском языке чай из Мармарии, чай с корицей, каркаде. Это не верблюжья какашка, это чай из финика. Смотрите, guys, прикольно, кстати, да, трава от сахарного диабета. Дум. Очень много всего. Кстати, вот я заметила, что в каждой стране продаются всякие вот местные препараты, лекарства, масла там для волос, для еще чего-то. И каждая страна говорит, что их масло, например, самое лучшее. Но это как всегда. Лекарство от всех болезней. На самом деле я могу одно сказать, что в Египте я, ну, типа, не буду говорить, что это лучшее или там number one там именно в Дубае, допустим. Нет, ни в коем случае. То есть везде есть свои какие-то плюсы и минусы. Россия, Украина. Россия. Я любишь Россия, я любишь Россия. Конечно. Это у меня магазин футбол. Твой? Футболка, майка, Полка. Мы подумаем. сарафан, халат. Мы с Дубая приехали. Дубай Мол? Даунтаун? Дубай Мол. А кем вы там работаете? Я работал в магазине спицы. Пиццей? Спицы. Специи. А почему вернулись? Потому что отдыхает последний. Вот мы тоже И отдыхаем мы сейчас. отдыхаем. Да, все. 2 месяца. Потом еще 2 месяца. Next time, yeah. Summer, because too much hot. Так в and Дубае very зарплата больше, Конечно, да. Ну, конечно, да. чем тут. Больше отдыхает. Отдыхать нет, отдых очень дорогой. Холодно да. у вас? Очень. Почему холодно так? Я хочу позвонить. Ну, да, холодно как-то. На Дубае очень ярко. В Дубае жарко. холодно. Мы не взяли вообще теплые вещи. Шорты взяли, шорты. 12 месяцев. Холод. Это все ярко. Да, там нету. 12 месяцев жара. А как люди живут? Вот так живут. Да, Спасибо, да, пока. до свидания. Вот так вот пообщались с местными. Они знают русский язык, немного английского. Вот так и общаемся. А мы не знаем ни арабского, никакого языка. Вот надо, кстати, Вот да, они реально арабский русские учат. Можно посмотреть? Давай посмотрим. Потому что они знают русский, а мы арабский не знаем. Как вы учите? Как вы учите А мы русский? нет. Как вы учите русский? Здесь все равно много лет продаю товар на русский, а надо значит русский все равно, да. Как дела, все хорошо? Здесь на самом деле очень много русских. Вот я сейчас заметил то, что прямо... А все равно надо здесь все значит русские, потому что здесь больше русские туристы приехали в Египет или приехали в Шарм-эль-Шейх все равно, Да. да. Как у вас, все нормально? Отлично, холодно Слава у вас, богу, да. конечно. Мне нравится тут то, что продавцы не сильно навязчивые. Как, например, в Шардже, в Дейре или в Турции. Да?
тут они видят, что ты проходишь мимо, и тебе это не надо, и им тоже все равно. То есть они понимают, что если человеку, туристу им надо, они придут и купят у него. Ну что ж, наконец-то мы добрались до нашего ужина. Это наш ресторанчик, да, то есть здесь все включено для нас. Мы будем сейчас обжираться. Что у нас здесь представлено? В принципе, десертики, как всегда. Все так, ну, одно и то же, конечно, да, но в достаточном количестве. Можно и то, и это попробовать. Они, да, кстати, вот этих вот разных вкусностей здесь предостаточно. Сейчас что-нибудь наберем и попробуем все, скажем вам, как вообще на вкус. Из горячего здесь, в принципе, тоже. Да, очень здорово. Равиоли, да, все, крабы есть. Что еще тут? Ну, блинчики, мясо, картошка. В принципе, здесь очень много всего. Пойдем еще пройдемся по, ну, в принципе, как полагается. Салатики. Да уж. Это точно. Ну, ребят, булки тоже на все. Просто всякие разные есть. И я сейчас вот готов. О, господи, какие круассанчики красивые. Мне нравится. Ну что, пойдем присядем. Супы и что-то еще. Сейчас, да, наберем и покажем вам. То есть, Будем пробовать. да. Так что... Вот, собственно, мы и набрали себе покушать. Это я себе, тут осьминог, курица, какое-то мясо, я, честно говоря, даже не понял. Еще баклажан, картошечка с сыром, шашлычок с говядиной, картошечка, салатик и, конечно, десертики всякие разные набрали сейчас. Это выглядит не очень. Еще немножко салатика. Еще салатик, это Катя, рыбка в соусе, фруктики, финики. Катя себе взяла блинчик, равиоли, баклажан и что это? Морепродукты. Будем трапезничать. Что хочется сказать, мы почти все съели. Я вот просто обожрался, ну, не солгать. Сразу скажу, рыба на 3, мясо, блин, на 5, салаты на 6 из 5, картошка просто the best, тоже 5 из 5, хлеб 5 из 5, десерты. Единственное вкусное это тарталетка, а остальные десерты, ну, фуфло вообще, галимое. Напитки тоже. Именно по мясу просто круто. Обязательно приходите к 7, прям вот без 5, без 10, 7. Стойте здесь у входа, потому что здесь уже была очередь. Сейчас хотели донабрать себе чуть-чуть. Там уже ничего практически нету, потому что люди как с голодного севера сбежали, они все съели, все подмели. Да, самое вкусное. Да кого передо мной вон женщина нагребла? Все осьминоги. Так она все морепродукты выгребла, одни панцири от крабов остались. Я тебе отвечаю. Я там 2 еле как на осьминожка выкопал из-под крабовых панцирей. Погнали дальше по, собственно, Шарм-эль-Шейху, посмотрим достопримечательности. Мы приехали в центр. Это Шарм-эль-Шейх, то есть сейчас будем здесь гулять, но так как это туристический регион, цены здесь везде, в принципе, будут, ну, не низкие. В общем, сегодня познакомились с Мухаммедом, я несколько раз уже упоминал. Хочется добавить, если кому-то вдруг понадобится помощь по Шарм-эль-Шейху, по Каиру, вообще в принципе в Египте, пишите обязательно комментарии, я поделюсь с вами контактами. И можно также
будет со скидочкой приобрести здесь очень много всего интересного. Ночная жизнь Шарм-эль-Шейха в основном сосредоточена в районе Наама-Бэй, куда мы с вами и приехали. Это не только туристический район, но и коммерческий. Расположен на берегу моря, где есть многочисленные сувенирные магазины, торговые центры, а также пабы, рестораны и дискотеки. Расположены на главной улице бульвар Принципи дель Бахрейн, который привлекает всех любителей шопинга и развлечений. Здесь рядом с очаровательными египетскими кафе и типичными ресторанами расположены самые известные дискотеки с благородными названиями, такие как Парше и Дольче Вита. Все ночные клубы и бары на побережье Наама-Бэй соревнуются, чтобы предложить акции и скидки на напитки, чтобы привлечь как можно больше туристов. Так что вы будете избалованы выбором. Ну что, друзья, если вам нравится, обязательно поставьте, свои драгоценные лайки и напишите свои комментарии, потому что я считаю этот выпуск насыщенный уже, и дальше мы отправляемся в следующий день.